очень сильно предопределяет стиль работы Антона Птушкина. Бессознательное, интуитивное прочувствование другого человека и ситуации в целом. Делайте накладные ресницы. Изначально человек тонкой душевной организации, сентиментальный, чувствительный. Оказывать давление для него противоестественно. Собственно, называются они шишками эвристики. Тем больше человек уверен, что он достоин большего, лучшего, высшего. Мы устали от негатива и хотим видеть только позитив. Привет, касатики! С вами физиогномист и психолог Александр Иванов. И в этом видео мы сделаем краткий физиогномический разбор главного тревел-блогера русскоязычного YouTube Антона Птушкина. Собственно, мы посмотрим на его лицо, поймем его психологический портрет и попытаемся разобраться, что же делает его видео такими красочными, залипательными и психотерапевтическими. Но прежде чем мы начнем, напоминаю вам, чтобы вы лайкнули или дизлайкнули это видео, написали комментарий и подписались на этот канал, чтобы не пропускать будущие видео с разборами известных людей. Итак, если вы не знаете, что такое физиогномика, то вот там вот появится ссылочка, и в описании к этому видео тоже будут ссылочки, где вы посмотрите, что такое физиогномика в 21 веке и как на самом деле она работает. Более того, там вы увидите разборы других известных личностей. Что же касается Антона Птушкина, то мы взяли фотографии, собственно, я нашел, по крайней мере, то, что нашел, постарался найти максимальное количество качественных фотографий. Скажу сразу, их мало. Есть фотографии хорошие, даже по-настоящему хорошие, но их реально мало. В основном это все из видео. А фото из видео получается не самым ярким, не самым правильным. Поэтому мы сделаем краткий физиогномический разбор. Итак, на что же мы будем обращать внимание? Прежде всего на губы, потом на его ресницы, потом на пропорции челюсти и лба. Вместе это все мы соединим и получим некий психологический портрет, который очень сильно предопределяет стиль работы Антона Птушкина. Итак, что мы видим? Прежде всего мы видим очень развитые губы. Губы — это такая же система, как пучки пальцев. Собственно, там тактильные рецепторы, которые нечто оценивают. Но тактильные рецепторы на губах, они чувствительнее в 200 раз. Поэтому помимо чего-то конкретного, например, пищи, человек ощущает то, что происходит, то, что мы называем тонкими материями. Это бессознательное, интуитивное прочувствование другого человека и ситуации в целом. В общем, чем более развиты губы у человека, тем более эмпатичным он является. Не обязательно добрым, но чувствует других очень хорошо. Здесь мы видим развитые губы. Но верхняя губа тоньше, а нижняя губа развита больше. Собственно, нижняя челюсть, нижняя губа — это больше про активный захват и, как правило, это про бизнес, работу, карьеру. Поэтому в данном случае мы говорим, что для Антона Птушкина более интересным, что ли, являются рабочие вопросы, нежели домашние бытовые. Это не делает его плохим семьянином или неэмпатичным, холодным человеком, просто ему реально интереснее развиваться в работе, нежели дома в семье. Что еще интересно, обратите внимание, верхняя губа без птички. Как правило, верхняя губа у человека имеет яркую выраженную птичку. Не у всех, но у большинства. Вот здесь такая птичка. У некоторых же получается, что верхняя губа без этой птички. О чем она говорит, вот эта губа без птички? Человек получает более широкую гамму ощущений. Опять-таки, интуитивных, хаотичных, непонятных, которые нельзя откалибровать или поместить в табличку Excel. Но там больше информации, для которой необходимо время, чтобы ее выкристаллизовать и как-то для себя по-настоящему понять. И такие люди еще более тонко чувствуют других людей и еще более тонко чувствуют ситуацию в моменте здесь и сейчас. Итак, если с губами все понятно, мы переходим к ресницам. К сожалению, у меня не получилось найти фото, где эти ресницы видно прям действительно классно. Но исходя из видео, которое я посмотрел, видите, тут еще очки закрывают. И исходя, опираясь на свою 9-летнюю практику на этот момент, я крайне уверен в том, что ресницы у Антона Птушкина длинные и густые. В худшем случае длинные со средней густотой. Какова же роль ресниц? Дело в том, что чем лучше ресницы, тем лучше светосила глаза. По сути, такой козырек, который защищает глаз от прямого попадания света и позволяет лучше видеть детали. Представьте, вы лежите на пляже, вам солнце бьет в глаза, вы пытаетесь рассмотреть какую-то яхту. Что вы видите? А потом вы одеваете кепку.
ну или делаете накладные ресницы, и вам солнце бьет меньше, и качество работы глаза лучше. Вы видите больше деталей, нюансов, полутонов, оттенков. Поэтому длинные густые ресницы дают нам человека тонкой душевной организации, который прежде всего видит множество оттенков, возможно серого, возможно любого цвета в целом. И для графической работы, для видеоработы это мега круто. С другой стороны, это позволяет человеку лучше прочувствовать, но обратная сторона это повышенная сентиментальность, повышенная чувствительность. Делает ли это человека слабым? Нет. Наоборот, это делает человека более эффективным в его работе. Поэтому если мы объединим губы как орган восприятия и ресницы, которые позволяют лучше работать глазам, тоже как органу восприятия, мы понимаем, что Антон Птушкин изначально человек тонкой душевной организации, сентиментальный, чувствительный. И это крайне важно для работы творческой личности, для работы художника, для работы видеографа, для работы ведущего. Идем дальше. Челюсть. Обратите внимание, ну, это, наверное, самая идеальная фотография, поэтому я на ней и буду в основном работать. Челюсть чуть-чуть меньше средней. Вообще есть 5 пропорций челюстей, 5 крайних типов челюстей, форм. Но у Антона выражена как бы максимально к центральной и чуть-чуть слабее. О чем челюсть? Челюсть это наш инструмент битвы, сражения, достижения чего-то. Это наша энерговооруженность и это наша, ну как бы армия, если можно так сказать. Чем мощнее у человека выражена челюсть, тем легче ему оказывать давление на ситуацию или на другого человека, или даже на себя. В данном случае челюсть выражена меньше, высота ее меньше, и сама она не очень проявлена. Поэтому оказывать давление для него противоестественно. Ему легче, наоборот, работать от ситуации, ему легче чувствовать ситуацию. Опять-таки, это повышает чувствительность человека в плане обратной связи, да, как меняется ситуация в целом, где опасность, а где наоборот позитивчик. Но мы не можем назвать Антона слабым человеком. Почему? Потому что вот если вы посмотрите в эти уголки, что мы здесь увидим? Некие мешочки. И кажется, что это как бы жировые мешочки, что это комки биша. На самом деле совершенно не так. Это тяговый желвак. По сути это мышца-депрессор. Сейчас я попытаюсь найти где-то. Ну вот, наверное, здесь это проявлено или здесь. Вот здесь размытое фото, но тем не менее ощущается по игре цвета. Давайте выделим эту зону. Вот здесь. Вспоминаем «Крестный отец» Марлон Брандо, у которого была пластинка специальная, чтобы челюсть была больше, и здесь желваки торчали. В общем и целом, мышца депрессора – это поперечно-полосатая мышца, которая накачивается, спазмируется в тот момент, когда человек сцепливает зубы. А когда он сцепливает зубы? Тогда, когда ему необходимо проявить физическую выносливость или же психологическую, ментальную выносливость. В общем и целом, самые развитые тяговые желваки у Джеки Чана и у Илона Маска. И вот у Антона Птушкина они тоже хорошо проработаны. О чем это говорит? Это говорит о том, что он привык идти до конца. Он привык сцепливать зубы, как марафонец. Не давать максимальное усилие, но на среднем темпе идти и не бросать начатое дело. Очень ценная характеристика. Несмотря на то, что челюсть слабая, он выковал в себе стальной стержень, да, выковал в себе такой волевой мускул, умение преодолевать препятствия. Идем дальше. Лоб. Лоб вроде как высокий, но по пропорциям по углу, среднескошенный. Вот на этой фотографии это видно. Это отлично. Это отличная социальная адаптация. Нету чрезмерной импульсивности, нету чрезмерной залипательности. Человек в балансе, скажем так, коммуникативно, это комфортно. Но обращаем внимание на вот эту линию волос. Ну, давайте назовем это залысинами. И обращаем внимание на шишечки. Где-то было фото, где эти шишечки прям отлично видно. Вот. Собственно, называются они шишками эвристики. Вот. Это те, которые по бокам. По центру мы отдельно разберем. Вот эта характеристика. И вот это назовем опять-таки залысина. То бишь, когда эти шишки развиты, у человека есть врожденное умение преодолевать задачи, решать задачи нестандартным путем.
Собственно, выходить из коробочки, выходить из ограничений каких-то, смотреть на ситуацию совершенно под иным углом и находить очень эффективное, классное решение. То бишь оно креативное, но не в плане дизайна, визуализации, да, а в плане алгоритма решения. Вот в этом креатив. И чем активнее человек проявляет этот креатив, тем сильнее у него прорабатываются эти залысины. Поэтому Антон, помимо того, что он очень чувствительный, тонко чувствует, он еще и интеллектуал от рождения. Плюс по центру тоже выпирает шишечка. Она бывает выпирает отдельно, бывает целиком в каскаде с этими, но неважно. Она говорит о эго-амбициях человека. Что такое эго-амбиция? Это наше представление о нашей роли в обществе, о нашем предназначении. Да? И чем более проявлена эта шишка по центру, тем больше человек уверен, что он достоин большего, лучшего, высшего и, собственно, аплодисментов. Я не считаю, что это плохо, это круто, это такой источник или мотиватор для неких достижений. Это не капризность, это не нарциссизм, это не какое-то воспаленное больное эго, нет, это амбиции, это вообще нормально. Итак, если мы возьмем и сложим все это воедино, собственно, что мы получим? Мы получим очень чувствительную личность, с другой стороны, очень сентиментальную личность. Если мы соединим развитый лоб, скажем так, более развитый лоб и менее развитую челюсть, то мы получим человека тревожного, более переживательного, более невротичного, да, который больше думает о смысле жизни, больше парится о каких-то последствиях, ведет себя, что ли, более аккуратно. И, возможно, это явилось причиной опущенного века, потому что опущенное веко, когда оно приобретенное, это история о том, что мы хотим видеть, мы устали от негатива и хотим видеть только позитив. Обращаем свое внимание там, где красота. Знаем, что есть плохие новости, плохие ситуации, но целеустремленно видим только хорошее. Итак, кто же такой Антон Птушкин? Прежде всего, это человек тонкой душевной организации. Это человек, который очень тонко чувствует. Это человек-интеллектуал. Это волевая личность. Это художник, который ретранслирует то, что видит, ощущает, проживает, добавляет туда немного своего душевного тепла, и мы получаем очень красивые, красочные, душевные, теплые и психотерапевтические видео о путешествиях. Ну что же, краткий физиогномический разбор Антона Птушкина подошел к концу. Поставьте, пожалуйста, этому видео лайк или дизлайк, напишите в комментариях, кого еще из известных личностей вы бы хотели увидеть. И подпишитесь на этот канал, чтобы не пропускать следующие видео с известными личностями. С вами был психолог и физиогномист Александр Иванов. Увидимся, пока.